Мир вам! Меня зовут Сергей Козлов. В интернете меня знают как парализованного иконописца. Зайдя в любой поисковик и набрав в строке житие.ру, можно попасть на мой сайт. Также в YouTube у меня есть канал, где собираю свои беседы с интересными людьми. Для того, чтобы попасть на мой канал, в поисковой строке нужно ввести фразу «Сергей Козлов, парализованный иконописец». Сегодня в мире насаждается культ тела. На конкурсе культа тела мои культи заняли бы не последнее место. 13 лет тому назад я был под властью культа тела, но все оказалось наносным и временным. В книге Иакова сказано, что такое жизнь наша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. На нашем сайте житие.ру можно узнать историю моих последних лет жизни. В 2002 году я неудачно нырнул. Правда, неудачно нырнул, это мягко сказано. Перелом шеи был несовместим с жизнью, так как были повреждены 5 шейных позвонков из 7 существующих. Один лечащий меня доктор сказал, что для того, чтобы получить такую травму, человеку прямо на голову нужно сбросить двухтонную железобетонную плиту с высоты 9-этажного дома. А я всего лишь нырнул с пологого бережка в метровую толщу воды. Вонзившись лбом в дно реки, мою шею выломало и выкрутило неестественным образом. Позвонки треснули и раскололись. Весь мой организм ниже плеч мгновенно парализовало, и тело всплыло. После сильного удара одной головой и треска в ушах мои глаза открылись. Рассеялась муть. Я увидел, как на фоне золотого песка в яркой зелени играют беззаботные рыбки. Я понимал, что если в ближайшие 30 секунд меня не вытащит из воды, то мне придется сделать вдох. Эти секунды стали самым важным событием в моей жизни. За эти 30 секунд вся моя никчемная жизнь пронеслась у меня перед глазами. Я сделал вдох и провалился в черную бездну. Когда на берегу меня откачивали, я был уже трупом с синюшным лицом. Люди в панике бегали и кричали. Двое моих спасателей отчаянно боролись за мою жизнь, хотя казалось, что шансов уже нет. Они делали мне искусственное дыхание и всеми способами вытряхивали из меня воду. Конечно же, они не знали, что мои шейные позвонки раскололись и резали на клочки столб спинного мозга. Откачивали меня около 20 минут. После реанимации мое сердце застучало, и по телу побежала кровь. Спала мертвенная синева, но в сознание я еще долго не приходил. Даже при хорошем раскладе моя умственная деятельность должна была быть на нуле. 20 минут кислородного голодания для клеток головного мозга означают полный коллапс. Как бы там ни было, Господь даровал мне новую жизнь. Можно сказать, вторую жизнь. Ведь первые мои 30 лет прошли совершенно неподобающим образом. 2 года после травмы я бездействовал, так как полная парализация и невыносимые боли забирали у меня всю идею и смысл жизни. Но я отчетливо понимал, что я человек
И мне дано от Бога особое чувство, чувство воли. У человека, пока он жив, всегда есть выбор. Одинокая звезда в небесах к себе манит, а уставшая душа с каждым днем сильней болит. День прожить, чтобы опять ночью просто не уснуть. Больше нечего терять, вдруг поняв простую суть. Ты тянешь руки в небеса, вдруг услышишь голоса. Потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. А дорога не длинна, хоть и тяжело идти, над тобою глубина ярким светом впереди превращается в полет, что так легок и лучист, глубина не предает, если светил ты и чист. Ты тянешь руки в небеса, услышишь голоса. Потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Потерпи еще чуть-чуть, мы тебе укажем путь. Спустя годы нейрохирурги, к которым мы обращались, говорили, что шансов реабилитироваться у меня нет. Уже то, что я жив, это особый случай, так как 15 сантиметров спинного мозга изрезаны и раздроблены. Это можно сравнить с электрическим кабелем, размолоченным и изрезанным на куски. По такому кабелю не идет электричество. То же самое происходит со спинным мозгом, который несет во все части организма информационные сигналы. Речи о вставании на ноги не шло. Один профессор сказал, что даже если он и будет жить, то сидеть он не сможет. Так и случилось. 5 лет меня усаживали, и я сидел до 9 часов в сутки, обливаясь потом и терпя невыносимые боли. 5 лет занимался со мной мой близкий друг Алексей Бобришов. Много он вложил своих сил и труда и веры в мое восстановление. За это я ему очень благодарен. В моей новой жизни начался второй этап. Окончательно осознав, что больше мы, чем добились с Алексеем, мне уже не достичь. Я решил использовать тот потенциал, который наработал за 5 лет реабилитации. То есть мою шею и плечи. С
помощью плеча я положил мою иссохшую правую руку на мышку компьютера и, передавая усилия плечом, стал учиться нажимать на кнопки мышки. Овладев этими навыками, я стал осваивать программу, с помощью которых смог бы зарабатывать средства, чтобы хотя бы материально не зависеть от государства и моих близких. Одним добрым вечером в 2007 году меня навестил мой старый добрый друг, брат во Христе, Игорь Ситников. Он мне говорит: слушай, у тебя здорово получается, а не попробовать ли тебе писать иконы? В хорошем смысле слова я заболел этим. Взяв благословение, я начал творить иконы.